Привет, друзья! Я в магазине Маэстро Барбекю, а это значит, что с Иваном мы сегодня приготовим замечательный вкусный рулет. А к Ивану на канал мы снимаем замечательный рецепт томленой рульки, которую потом закоптим в гриле. И глазирнем в соусе барбекю. Так, ну Тихон предложил мясо передать мне. И пока ты его пластуешь, я в ступке займусь специями. Да. Мы сегодня будем использовать несколько видов перца. Также я измельчу кориандр, чтобы нам было вкусно. Ой, как запахло-то вкусно. Вообще. Сейчас еще немного туда красного сладкого перца добавим. Такой хороший рассольный сыр прям. Сыр мы будем использовать в центре рулета. В центре рулета мы не будем солить мясо. Чанак довольно-таки соленый сыр. И он творожный, такой имеет структуру творога. Он не расплывется, он надаст соль и будет служить еще таким, не знаю, правильно ли слово, увлажнителем мяса. Я думаю, да. Что мне интересно, я вот эту вот операцию больше всего не люблю. Даже больше, чем делать колбаски. Чем не мраморная говядина, да? Да, чем не вагю. Опять. Там есть опять, а есть еще такое название Кобе. Я думал, Коба это порода. Вагю. Это вагю, но в определенной провинции, то есть вот там, грубо говоря, 5 дворов имеют право называть свою вагю Кобе. Не каждая вагю может быть Кобе, но каждая Кобе это вагю. Также с джакузи работает. И шампань. Да. Ну, шампань вы теперь знаете, да? Что только в России. Да. О чем речь? Не каждый шампань это шампань, только российская шампань. Так, у шеи есть вот такая вот твердая полосочка. Я ее срежу. Во-первых, она жесткая, во-вторых, она будет из-за своей жесткости мешать сформировать красивый рулет. Так, теперь специи. Когда мы с тобой в прошлый раз копсили ребрышки, надо было очень много специй использовать. В этот раз у нас немножко более легкая версия. Ну, вот эти специи хорошо дадут. Тут же у нас основной будет это жир, свиньи даст вкус. Он будет падать на угли. Слушай, а как тебе ступка? Потрясающе. Чем тяжелее ступка, мне кажется, тем удобнее работать. Я долго в видео жаловался, что у меня нет нормальной ступки, я не могу купить нормальную ступку. Подписчики подарили, представляешь? Да? А где такое можно найти? Не знаю. Я пришел сюда, и на этом столе утром стояла ступка. Я просто видел в Икее, но в Икее более маленькие. Они маленькие. Я, извините, человек как он умный. То есть все-таки специй надо больше. Ну, слушай, это хорошие специи. Тут же нет соли. Нету. Так, теперь берем чанак и выкладываем. Вот так. А, мы будем в длину его Вот так закручивать. вот, да, длину. Понял. Сыра много не бывает, я считаю. Сыра, мяса, хлеба. Ну, вот эти три блюда можно есть: сыр, мясо. Давай, раз уж ты порезал. Это я тебе для дегустации отрезал. Слушай, вот прям то как надо. Так, теперь зелень. Шпинат имеет довольно-таки нейтральный вкус. И при тепловой обработке он заберет в себя сок мяса и сок сыра. И сам при этом достаточно. И сам при этом достаточно сочный останется. Но вкус нейтральный у него. Теперь переворачиваем. И аккуратно все подбирая и поправляя. Я прям по твоим движениям вижу, что ты переживаешь. Нет, мне хочется помочь. А мы сейчас будем завязывать вместе. Вот, получился такой замечательный рулет. Красота. На тонкости нужно обратить внимание, чтобы вот здесь не выходил сыр. И вот здесь, потому что он все равно вытечет. Мы одной ниткой будем или по частям? Я бы по частям, потому что так будет проще. Как тебе удобно, как хочешь. Я могу перемотать, обвязать полностью его. Давай. Красиво, чтобы он не развернулся. Давай. Блин, а вдвоем готовить намного удобнее. Команда. Не, ну действительно. Конечно. Ты думаешь, Леху заставишь что-нибудь делать? Ничего не заставишь. Даже дрова не рубит.
Мне за это не платят, скажи. Нет, а у него такое, мне руки нежные, на кнопки не смогу нажимать. Ну, вообще, у меня Анжелика тоже дрова не рубит. Ну, слушай. Сравнил. Кстати, надо им ролик вдвоем снять. Анжелика и Леха рубят дрова. Да, тот самый луковый фреш знаменитый. Слушай, у меня дети смотрят всяких А4, там есть 24 часа что-то там делаю. Леха и Анжелика 24 часа рубят дрова. Как тебе? А мы с тобой снимаем 24 часа. Нет, мы просто смотрим. Зачем? Пусть снимают сами. Так, ну и вдоль, да, наверное, в обратную сторону. Ну давай, перевернем, да? Так ты имеешь в виду? Ну, просто перетянем и с той стороны свяжем. Его, конечно, хорошо сейчас отсоединить и пропустить под. Нам еще надо вот этот край тоже подвязать будет. Вообще можно его скрепить шпажками. Ну, на вертеле просто это опасно за счет того, что он постоянно двигается, наверное, нет? Ну, да нет, не опасно, просто визуально не так приятно. И вот таким образом такая сероботка. Так, сейчас с этой стороны, ты давай с той стороны. И затягиваем. Красота. Так, пока он внутри пусть промариновывается чуть-чуть, а мы пойдем разожжем. Сверху будем его солить? Или А это, знаешь, я бы солил бы его... При подаче? Не при подаче, я бы, наверное, минут за 10 до... Вот когда все жиры выделятся, и вот тогда мы это все посолим и черного перца дадим. Прям будет. Я профессионалам доверяю. У меня тут с прошлых раз были брикеты. Обратно стартер. Вот мне, кстати, тоже многие говорят, когда я готовлю на гриле, дорого, невыгодно, еще что-то. У меня каждый раз практически половина отсекателей остается с углем. То есть каждый раз я докидываю всего половину стартера. Да, это выгоднее. А если учитывать, что угли работают там полчаса, а брикеты могут работать 6 часов, если не на полный жар. Если полный жар, это часа 2-3. Ну, мне трудно представить себе ситуацию, когда на полном жаре, только если у вас 50 человек и все нон-стопом стейки едят. Слушай, ну вот мы выезжаем часто на фестиваль. Ну да. Но это не про домашнее приготовление. Приехал 100 гостей. Зажигаем на нижней решетке, накрываем стартером, открываем нижний воздух поддув и уходим греться. Под рулет предлагаю сделать картошку с беконом и с лучком. Чисть, пожалуйста, лук. Без проблем. А я займусь картошкой. Вообще картошка, мясо, сыр, Вообще, то, что нужно. хлеб. У меня еще и бутылочка тархуна. Мы тут ездили с детьми. Ну, весь класс выезжал на какие-то мероприятия. Ну, соответственно, родители сидели, ждали. И родители рассказывали мне, какой я счастливый человек. Я так много ем, так много готовлю. Ребята, вы даже не представляете. Как мало я на самом деле Как ем. мало на самом деле ем. Как я много на самом деле готовлю. И у меня еще есть бекон, который мы с Лехой сами закоптили. Уже ждут. Давай на лук его порежешь. Чувствуешь запах или нет? Да. Попробовал? Да, очень вкусно. Пахнет, я говорю, как будто бы бургером. Вот жир, когда жарится, говяжий. Сами сделали с Лехой. Вообще красота. Сами разделали быка, сами засолили, сами закоптили. И нам это все подвытопится. Еще плюс жир от свинины будет капать. Будет кулинарный жир
А уже было видео с этим беконом? Да, вышло «Построй мне бекон». Не смотрел. Не смотрел. А я вот твое всегда смотрю. Ну, честно говоря, нет, не всегда. Иногда я просто не успеваю. Надо обязательно посмотреть. Друзья, посмотрите, это очень вкусно пахнет. Это очень вкусно на вкус. По вкусу вкусно, не по сути вкусно. А я раньше думал, вот эта фраза, по сути, вкусно. Я не понимал, откуда. Лех с Викой постоянно обсуждали. Вика, моя жена. Я думал, ну что такое прикольное. Тут мне дня 2 назад попалось это видео. Ну вот зараза, да я, постоянно. Я думал, они так нахваливают меня. Они просто... Так, предлагаю туда еще добавить немножко растительного масла. И немножко все присолим. Уже хочется съесть. Такая прям... Подожди. Сверху мазика, сырку. Лех, ты что думаешь? Ну, мне кажется, балдеж. И нафиг это рулет не нужен. Да, только время тратить. В общем, ждем еще 10 минут, пока уголь разгорится. Все отправим в гриль. Вот как разделителях. Ставите их посередине и прям посередине высыпаете брикеты стартера. Вот видишь, 2/3 стартера это как раз 2 лотка. Раздвигаю в разные стороны для того, чтобы в середине был непрямой жар. Устанавливаю кольцо. Кроме того, что у нас картошка будет готовиться, она еще закроет систему One Touch, которая чистит от жира. Это очень важно. И устанавливаю самое важное. Вот. Еще один лайфхак. Верхний регулятор нужно ставить по оси, Вращение. ну то есть по оси вертела, то есть чтобы было вот так, градусник и это. Все, сейчас принесу розетку и идем греться. И вот так 1,5 часа. Ждем. Ну, единственное, через полчаса я переверну регулятор на эту сторону, чтобы лучше конвекция была. да. Вах, Как? кайф. Вообще великолепно. Такой румяный. Вот так вот. И теперь картошечка. Все, идем внутрь. Картошка стояла внизу, Да. поэтому она до конца не пропеклась. Сейчас я ее помешаю и отправлю еще в гриль. Пока мясо будет отдыхать, картошка дойдет. Всё. Это потому что разделители по бокам от нее По были бокам, да, жар весь недостаточно ушел вниз, жара да, поступало. снизу. И видите, накапал сок с мяса. Она будет еще ароматнее. Лотки ставлю посередине. Ставлю решетку. Все, тихо, ставь прямо над лотками. И закрываю крышку. Оставляю буквально на 10 минут, пока занимаемся мясом. Ну все, теперь точно дошла. Еще 10 минут на 180 градусов и картошка готова. Так, ну, снимай тогда с вертела. Ну, я согласен. Вертел уже остыл, уже стал... Ай, вот прям мясо разваливается прям. Вот так вот. Нарезай. Что, с центра разрежем, чтобы красиво? Ну, давай. Ну, класс. По-моему, да. Блин, ну зачем вы всегда все нажимаете? Чтобы показать. Блин, давай разрезай. А вот сюда на тарелочку. Это, прям видишь, оно серое. Это как Да. кольцо копчения, только почему-то оно внутрь прошло. А, видимо, нитрит сработал. Мне кажется, очень круто. Так, знаешь что? Да, Нам нужна вилка. однозначно.
чтобы было удобно нарезать. Ну, и, конечно, по маленькой вилочке. Но я прямо уже хочу попробовать. Конечно. Аромат невероятный. А какая картошечка? Ну, давай, пробуй. С картошки начинаем? Ну, картошка, да, офигенная. Да, давайте с картошки пробовать, конечно. Алеша очень любит картошку. Вот это вот лишнее время, то, что подержали, вот теперь то, что нужно. Ну, и как раз мясо отдохнуло. С говяжьим салом. Беконом. Пряное мясо, сыр, который отдал свою соль. И вот соли... Ты заметил, что мы забыли потом посолить? Да, но здесь не нужно. Хорошо, что мы не посолили, потому что прям вот действительно от сыра соли очень даже хватает. И чинак стал не насыщенно соленый, да, а прям такой нежный. Мне нравится, что он сохранил свою плотность, он на разрезе очень красиво смотрится. Он не вытекает, он не створожился. Шпинат сохранил цвет, кстати, на удивление, да, он не превратился в серый. Ну, вот это плюс вертела. Друзья, я надеюсь, вам очень понравилось это видео. Нам было очень вкусно. Ивану, как всегда, спасибо большое за организацию вот этого всего. Мастер-класс с рулетом на вертеле. Обязательно подписывайтесь на его канал. Ссылка будет в описании и в конце видео. И до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока.